Всем привет, мои хорошие, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Сегодня хочу с вами написать такой сюжет. Да, сейчас осень, но почему-то хочется все равно вернуться в лето, хочется чего-то теплого, яркого. Вот напишем такие цветочки, бабочек. Холстик у меня 30 на 35, то есть прямоугольный, но ближе к квадрату. Да, такой вот. Можно, в принципе, и в квадрат вместить, если у кого есть, не страшно. Ну, а вы пока подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, кто этого не сделал, чтобы не пропускать новые видео. И мы начнем с вами рисовать. Разбавитель White Spirit без запаха, кисть синтетика, пока такая вот плоская. Беру жиденько охрочку, приблизительно разметочку сделала пополам. И краплаком розовым вот такой вот волнистой линией намечаю. В принципе, это будет разделение неба и, собственно, трава, лужайка, да, там что. И намечаю наш основной цветочек приблизительно. Листочки наметила, форму уже так вот конкретно мы будем прорабатывать попозже. На бабочек пока сидящих не обращаю никакого внимания, рисую полностью лепесточки. Бабочек мы посадим уже потом сверху на листочки. Вверху такой полураскрывшийся цветок. Задние лепесточки и один ближе к нам, да. И вот здесь тоже интересный такой цветочек, какие-то у него листочки. Такие красивые, интересные, выгнутые. Вот один к низу и рядом там тоже. Такой лодочкой как-то выгнут. Интересные цветы. Неизвестно что. Даже не напоминают мне ничего, если честно. И вот в уголочке слева у нас видим немножко краешек цветочка. Внизу намечаю листочки. Листочек хорошо намечать среднюю линию прожилку, да, наметили. И потом уже по краям. Там немножко будет. И вот здесь два крупных листочка темненьких будет в правом углу. Вот здесь будут стволики, стебельки. И намечаем бабочек. Поставили черточку, да, где у нас будет туловище. И намечаем одно крылышко, наметили, потом второе. Здесь они у нас такие, ракурс у них довольно-таки простой, легкий. То есть они у нас не как там не боком, да, крылья видны. То есть мы видим зеркально как одно крыло, так и другое. То есть одинаково рисуем. Прорисовали одно, зеркально пошли прорабатывать другое. Наметили силуэтиком только одну бабочку, вторую бабочку. Беру белилки, голубую ФЦ капельку, индиго, можно чуть-чуть краплочка, но довольно-таки светлый оттеночек, очень тонким слоем. Красочка присутствует, но там нет сильно большой такой пастозности. Я заполняю верхнюю часть неба. То есть ближе уже к касанию, где у нас будет небо и травы, там мы будем делать еще светлее. То есть почти белый будет. И вот так разнообразно я мазочки наношу в разные стороны. Кисточку вращаю. Движение, размах кисти, да, не сильно широкий, то есть маленькими, ну вот вращаю в разные стороны. Выполняю таким образом наше небо. Сухой кисточкой чуть-чуть можно объединить светлый
и более такой вот голубой оттенок. Вверху еще, видите, чуть-чуть добавляю немножко каких-то движений голубой ФЦ. Ну, тоже разбеленная, аккуратненько, сильно не надо такого прям сильного контраста, чтобы был. Аккуратненько, легонечко. Добавляю индиго, голубая ФЦ, краплак розовый, такой вот грязный фиолетовый оттенок. Начинаем прорисовывать, спускаться уже ближе, да, к нашей траве. То есть начинаем с такого оттеночка. Туда можно аккуратненько, тоненьким слоем добавить где-то больше индиго. Но на кисточку индиго набираю прям вот буквально несколько ворсинок. Испачкала, как бы, ну, достаточно. То есть немножечко. Делаю замес голубая ФЦ, охра и вот такими вот каракулями, да, такими вот мазочками наношу пятна. То есть пятна я наношу, то есть где вот у нас, собственно, нет цветов, листьев, да, вот эта зелень занимает дальний план, фон этот. То есть пятнами наношу в разных местах. Помните, как я говорила, да, если мы какой-то оттеночек где-то в каком-то месте картины проложили, то есть чтобы ему скучно не было, да, и одиноко, то есть мы должны его где-то еще добавить, чтобы было более будет объединенный сюжет, да, то есть не то, что там вот какой-то оттеночек у нас мигнул в одном месте и все, и больше его нигде нет. То есть как-то это будет не очень гармонично смотреться. То есть если мы наносим, да, какие-то вот и охру, и коричневый добавляем, да, вот смешивайте разные оттенки зелени. К низу потемнее чуть-чуть спускаюсь, чтобы передать вот эту вот глубину, объем. Внизу делаем потемнее, вдаль посветлее. И замешиваем разнообразные, вот какие у вас получатся оттенки там, да, зеленые, то есть голубая, ФЦ, коричневый, темно-зеленый, да, получается. Добавили туда желтого, белил чуть-чуть можно, да, будет посветлее что-то. Добавили туда охры, уже еще дополнительный оттенок получился. То есть, ну, экспериментируйте. Ну, такие вот, видите, они охристые, болотные, оливковые, такие вот оттенки. Взяла строительную кисточку мягенькую, вот буквально чуть-чуть испачкала в белилках. И немножко эти оттенки крестообразными движениями я и слегка разбеливаю их, да, делаю посветлее, и объединяю. Получается такой фон как бы мутный. И также вот этот фиолетовый оттенок с фоном неба тоже. В зеленый уже, когда мы, да, там тоненький у нас слой, мы его растушевали, сделали таким дымчатым, добавляю розовых оттенков. То есть даю тем самым понять, и тоже, видите, так вот вписываю в зеленый. Даю понять, что у нас вот эти цветы, которые на переднем плане, они тут не одни растут. То есть там где-то еще что-то розовеет, какие-то цветочки. И вот кисточку протерла, небо слегка тоже крестообразными движениями, быстренько так вот прошла, объединила. Кисть синтетика, язычок, закругленный краешек, плоская, индиго и краплак розовый. Очень-очень жиденько, тоненько заполняю лепесточки у наших цветов. Вот чуть-чуть запуталась, крыло закрасила, ну ничего страшного, то есть да. Салфеточкой убираем, протираем, все это дело перекроется. Так что если у вас какие-то бывают вот такие вот ошибки, не переживайте, все это поправимо, все стирается, все вытирается, добавляется сверху новое. Вверху вот здесь даже слегка белилок добавила, посветлее оттенок розового. Возьму вот желтый с охрой и пока тонко-тонко закрою нашу бабочку, чтобы я ее больше нигде не запачкала никаким цветом.
Буквально чуть-чуть, чтобы понимать, что это бабочка. И сиеной жженой следующую бабочку тоже закрою. Очень тоненько, видите, вот. Главное закрыть белый холст, и даже вот салфеткой лишнее стерла, убрала это все дело. И продолжаю дальше закрывать наши цветочки. Вот здесь лепесток сразу покажу там, где у него углубление теневая, а по краям посветлее чуть-чуть добавляю белилок. Тоже, чтобы не запутаться и понимать, что у нас там такая вот интересная форма у лепестков. В наш вот этот вот замес грязноватый такой зеленый добавила желтенького, белилок. И вот тут какой-то намек на листочек. Там вот будет листок, но он сильно непонятно, там, как он выписан. То есть ну, какие-то пятна поставим, светлые, темные. Это будет у нас намек, что там кусочек листа какого-то. И вот таким вот темно-зеленым закрываю нижние листья. То есть это голубая, ФЦ с коричневым. Коричневый тоже сюда можете использовать и Марс коричневый, и умбру жженую можно. И, то есть и вандик коричневую. Ну, у кого что есть темно-коричневое, то и берите. И вот эти тоже вот краешки цветочков, которые у нас видны, я тоже закрываю на большом количестве разбавителя. Такие вот они. Чем-то даже лотосы, да, напоминают вот эти нижние. Но не лотосы, естественно. В поле лотосы у нас не растут. И верхний тоже цветочек слегка таким вот грязновато-розовым. Закрываю. И передний листочек у нас он будет, тот, который ближе к нам, посветлее. Оттеняю, внизу чуть-чуть индиго добавила. Здесь немножко лепесток добавлю зеленцы. Кисть синтетика скошенная. Краплакс индиго. Такой вот. От серединки к краям лепестков начинаю такими вот прожилки темные показывать. А от края к серединке наоборот делаем розовый с белилами и навстречу темному идем. И тоже объединяем их, ну так вот, знаете, кисточку поставили, и да, как бы зигзагообразно, то есть темный в светлый потянули, чтобы было ощущение, что лепестки у нас не какие-то такие вот сплошные, да, какой-то градиент там идеальный, а чтобы такие вот были видны вот эти вот прожилки интересные. То есть смотрите еще какой нюанс. Если, допустим, очень жидко, тяжело сейчас белое наносить, к примеру, неудобно, да, скользко, можно подождать, пускай чуть-чуть постоит работа, разбавитель он впитается в холст, красочка уже будет менее подвижная, и потом уже будет более комфортно работать. И, соответственно, красочку делаем жиденько. Жиденькой красочкой она легче ложится, чем густая. Густая она больше смешивается с предыдущим слоем. Розовый с индиго. Добавляю каких-то более таких вот темненьких прожилок. И чистым индиго намечаю наши вот эти вот тычиночки, сами стебелечки. И вот на макушечках, на краешках такие вот, как шарики. Да? Желтый разбеленный, желто-охристый, такие вот оттенки. Лепесток, который смотрит на нас,
оттеняю нижнюю часть его потемнее. И начинаем прорабатывать следующий. Опять-таки все лепесточки делаем по одному и тому же принципу. От серединки к краям мы идем более темным, да, а краешки лепестков более светлые. Ну и, соответственно, не забываем про направление, что у нас, как у нас листочек изгибается, да, и крепится к серединке, то есть и все мазочки у нас должны двигаться туда же, к серединке. Вот я сразу на нескольких лепесточках оттенила индиго с розовеньким. И более светлым, разбеленным розовым буду прорабатывать лепестки. Чтобы мазочки получались сразу такие вот, как бы плавно растушевывались, да, то есть наносим, поставили кисточку, придавили и ведем и резко отрываем. То есть не отрывайте кисточку вот как-то там, знаете, не ведите ее медленно. А вот чем быстрее вы его, такой вот жест должен быть, тогда она будет более так вот красиво заканчиваться мазочек. Вот этот лепесток у нас изогнутый такой, я поставила на лепесточке, видите, такой коротенький беленький блечок, а от серединки оттеняю. Такая практически, да, четкая граница получается света и тени. И опять-таки вот проработала темным, да, и навстречу двигаюсь более светлым розовым. Разделила лепесточки индиго. Какие-то лепесточки у нас краешки у них более такие вот белесые, как знаете, бликуют. То есть можно тоненькой полосой по краям, если, к примеру, получился такой нюанс, что лепесточки вместе слились, да, можно между ними тогда немножко добавить индиго и по краям эти лепесточки тоненькой-тоненькой полосочкой сделать такой беленький маленький блечок, тем самым как бы разделив. Серединку прокрываю такими вот хаотичными мазочками индиго добавила. И вот тычиночки по низу. Теперь тоненькие рисую ножки, на которых у нас будут кругленькие тычиночки. Под них сначала делаю такие пятнышки темно-коричневым. То есть, ну, коричневым, которым вы работаете. И по ним кое-где разбеленным желтым, ну, желтый с охрой. Вот я отделяю сейчас лепесточки, где-то блечочки ставлю. Разбеленный зеленый, то есть вот это вот такая зеленая грязь, которая у нас, да, на палитре. Мы ее чуть-чуть разбелили. Можно чуть-чуть желтого добавить, чтобы он такой, ну, нежно-зелененький, да, был, не коричневый. И таким вот бледным-бледным у нас будет вот этот лепесток, листочек. И вот здесь какой-то кусочек листочка выглядывает. И следующий. Здесь тоже вот прорисовала розовым, да, задала контур какой-то ему интересный и начинаю прорабатывать более светлые моменты. Индиго с розовым опять-таки оттеняю, да, где у нас темные места. А потом уже таким более ярким розовым светлые.
То есть работаю сначала темным, потом каким-нибудь средним розовым, и в конце уже, если надо где-то добавить каких-то таких вот прям ярких, можно брать белила, а уже на холсте он смешается чуть-чуть с розовым и будет такой яркий-яркий нежный розовый. Показала выгнутые эти листочки, да, лепесточки, то есть видите, что они границы света и тени, когда идет такой изгиб лодочкой, там получается четкая граница света и тени. Тем самым как бы мы показываем, что у нас там прям вот так вот сильно выгнут лепесточек этот. Ну и тем же самым образом вот эти вот цветы, которые у нас, собственно, внизу, да, выглядывает кусочек цветочка, в левом нижнем углу тоже цветочек, тоже их таким же образом прорабатываем. Потому что вся у нас, в принципе, композиция, да, смещена вправо, и если мы их не покажем, ну, зрительно представьте, либо прикройте так, ну, будет пустовато, да, то есть мы добавляем их для того, чтобы у нас была интересная композиция. Вот теперь смотрите, берем средний пальчик, берем красочку белилки, где-то вот не особо много, то есть лишнюю красочку, видите, сбоку где-то на палитре я убрала, и начинаю накручивать такие вот солнечные зайчики, то есть принцип их, то есть по границе, где мы грязно-фиолетовый наносили, там вот их расставляем, то есть где-то внизу, делаю их какие-то побольше, какие-то поменьше, какие-то заходят друг на друга, какие-то вообще в сторонке отдельно стоят, то есть разнообразно их наносим. Какие-то более белесые, какие-то с фоном вот этим вот зеленым смешиваются, да, то есть они одинаково белесые все не будут. Они будут брать на себя предыдущий оттенок и будут такие вот разные. И внизу в траве тоже для интересности я вот возьму желтенький. Пальчик постоянно, кстати, не сказала, постоянно протирайте, чтобы были чистые цвета. И внизу в траве, естественно, сильно белить не будем, да, добавим желтеньких туда. И такой вот получается интересный солнечный фон. Беру эту же кисточку, язычок, беру белилки, охра, желтенький, замешаю сейчас цвет на нашу желтую бабочку. И сначала нанесу черным края бабочки таким дрожащим движением, чтобы не ровный край крыла был у бабочки, а именно вот такой вот дрожащей рукой, вот как получилось, так получилось, да. Наметили туловище. И зеркально то же самое проделываем с другим крылом. То есть принцип действия такой. Если наметили что-то на одном крыле, то есть переходим, делаем на другом. Вот смотрите, здесь, да, я проложила узор и пошла на следующее крыло, зеркально. То есть не надо делать так, что вы прорисовали полностью одно крыло, а потом пошли другое писать. То есть вы где-то можете не попасть, где-то что-то не получилось, и это будет видно. То есть не особо будет. То есть как и в принципе, если пишем портрет, если мы один глаз делаем, да, мы сразу делаем и второй. То есть все, что у нас парное, мы делаем зеркально и одновременно. Добавляю темных участков, создаю уже какие-то интересные формы крыльев. Беру этот светлый цвет и начинаю такими вот короткими мазочками, уже более пастозно его выкладываю, заполнять нашу бабочку. Но смотрите, полностью вот этот желто-оранжевый я не перекрываю, то есть пускай он где-то виднеется, пускай он где-то с черным смешивается, то есть
такой вот интересный будет. Такие бабочки, не знаю, видели, не видели таких бабочек? Я их вообще, не знаю, обожаю. Они мне так нравятся. Они летают, знаете, как будто лепесток какой-то на ветру вот летит, и вот так вот куда качнула, туда качнула. Как-то они так интересно летают, вот эти желтые бабочки. Такие вот они крупненькие, красивые. И по краю тоже, смотрите, делаю такой узор. Так как кисточка закругленная, видите, одним касанием я не вырисовываю вот эти волночки. То есть я просто прикоснулась, да, отпечаточек кисточки остался. И такой получился край интересный у крыла. По краю крылышка поверху, видите, тоненькой полосой я добавляю светлых частей беленького. По тельцу чуть-чуть такими вот макательными движениями добавила какой-то, возможно, там пушистенькая она. Белесый, голубенький тоже вот пятнышки такие добавлю. И на крылья там сверху чуть-чуть голубого. То есть вы можете, в принципе, если вам не нравятся, к примеру, эти бабочки, а нравятся какие-то другие, в интернете масса всяких разных бабочек, вы можете сюда посадить, в принципе, каких-то своих. Вообще без проблем не запрещается. То есть пофантазировать, сделать каких-то своих бабочек. Они бывают всяких разных цветов, размеров, да, там всего. Тоненько прорисовала вот усики. И вот на концах крылышка у них такие вот интересные, как хвостики, да, такие, или не знаю, как они называются. Ну, то есть край крыла интересный. И проработала где-то, добавила вот индиго по краям, где, к примеру, сильно желтым, да, закрыла, то есть вернула, добавила. По краю еще каемочку. То есть смотрю, чтобы было интересно, да, такое какой-то более усложняю, то есть чтобы была она такая вот интересная. И вот здесь тоже в этом угловом цветочке у нас там есть тычиночка. Черный нарисовали стебелек, да, коричневым поставила такими вот макательными движениями саму эту пестик этот или тычинка, что оно. Также прорисую белилками края лепесточков посветлее. То есть периодически возвращаюсь, вот смотрю, там красочка чуть-чуть стала уже не такая, да, подвижная. Возвращаюсь, добавляю яркости. И вот этот листочек, который там вот кусочек видно, немножко за цветочками, то есть поставлю каких-то светлых зеленых таких вот пятнышек, каких-то более темных, то есть дам намек, что там виднеется какой-то листочек. И вот показываю поближе вот эту бабочку. Беру сиену, наметила края, вот так очертила. Тоже форму меняю крылышек ее, то есть чтобы они у нас разные бабочки были. И уже сухой кисточкой эту красочку растягиваю по всем крылышкам. И протираю, чтобы лишней краски не было. То есть мы сейчас будем там прорисовывать и индиго добавлять, и все, да, чтобы нам вот эта пастозность, она не мешала. Беру желтенький с красненьким, делаю оранжевый яркий такой и втираю вот в предыдущий цвет такой. То есть она высветляется, становится более яркая. Индиго по краям. На уголочках такие пятнышки темные, что-то напоминающее кружочки, но не кружочки, то есть идеальные кружочки, никакие кружки не рисуем. Тельце намечаем индиго. От серединки к краям крылышки оттеняю индиго. Тоже делаю какие-нибудь интересные рваные края у крыльев. Тоже дрожащими. Кисточка скошенная, то есть уже немного другой, да, эффект получается.
желтенький с белилками. Можно оранжевый этот сделать с белилками. Между этими кружочками таким цветом чуть-чуть вот поставила мазочков таких вот, черточек, да, как бы полосочек на нижних крылышках. Также по краю чуть-чуть каких-то светлых таких узоров. Можно поярче чуть-чуть сделать. То есть, ну, смотрю, да, чтобы она у меня тоже не была какая-то темная, мрачная. Они, конечно, бывают такие, но как бы не хочется какую-то мрачную бабочку делать в данной работе. Добавляю где-то красного оттенка, втерла вот более яркий желтый. Такие вот два пятнышка у нее вверху на крылышках. Чтобы красочка лежала ярко, вот стараемся положить в один мазочек и пастозно. Тогда она будет у нас как бы не втираем ее туда, да, а как бы выкладываем. И тогда она будет лежать ярко. Вот эти кружочки, да, светлым желтым мазочками обвела, как бы обвела, да, вот прикладываниями. То есть какой-то ровной линии не обвожу. И разбеленных голубоватых также добавила. Черных пятнышек поконтрастнее, чтобы было индиго. Более светлые мазочки. Видите, такими коротенькими штришочками как бы я очерчиваю вот эти вот пятна, кружочки. Также светлого внизу по крылышкам, еще по краю добавляю. То есть можно добавлять разбеленный желтый, можно разбеленный голубой добавить. То есть почему бы и нет. Вот еще для большего контраста серединку оттеняю, головушка, усики прорисовываем. Опять-таки пушок по тельцу вот здесь. И в принципе вот как бы такими вот несложными, да, движениями такая вот получилась интересная бабочка. Сейчас я опять-таки смотрю, где мне можно, где позволяет красочка добавить еще более светлых моментов, да, краешки лепестков прорабатываю. Где-то темного. Вот еще вернулась к бабочке, добавила. То есть прыгаю по всей картине. Если смотрю вот что-то, хочется еще добавить, то есть добавляю. Темный зеленый, то есть коричневый, голубая ФЦ и немножко желтенького, чтобы не совсем такой прям он черный был. Добавляю немного желтого. То есть я его делаю светлее не белилами, а желтым. То есть белила вот эту темность, яркость цвета, они убьют просто. Не будет такой, будет все разбеленное, такое вот некрасивое. Лучше высветлять какими-то такими вот, если это зелень, то желтеньким, да, то есть, но не белилами. Но не всегда, это не всегда. Теперь в этот оттенок добавила вот сейчас белил. И чтобы получился такой, знаете, он зеленый, но в итоге на листочке он смотрится как серебристый. Такие светлые оттенки. На листочке я нарисовала среднюю, да, как бы листочек у нас делится средняя линия, и от нее в сторону такие вот прожилки идут. Темным сверху, вот светлым сейчас прорисовываю. И вот эти серебристые оттенки у нас будут между вот этими прожилками. То есть прожилки эти мы оставляем темными. Такой белесо-зелененький цвет. Нижние листочки также сейчас вот делаю какую-то форму, им задаю интересную. Сначала темным цветом. Если тяжело сразу построить форму, то есть проведите
центральную, основную, да, прожилку, а уже к ней пристраиваете коротенькими мазочками вот форму листа. То есть тоже такие листочки интересные. Беру оттенки вот эти серебристые, где-то даже немного с охрочкой, видите, такие более потеплее, где-то более холоднее. И тоже разнообразные. И не один к одному, да, вот эти светлые мазочки я наношу, обратите внимание. То есть я чуть-чуть отступаю, как бы темный цвет остается. И такими как бы слоями закрываю, получается очень интересные листья. Также в зеленый можно чуть-чуть розового добавлять, немножко. Он будет такой уходить в более серенький оттенок. Он тоже будет красиво. И по стебелькам с правой стороны тоже проложу немножко блечочков. Свет, тень, да, показали. Чтобы тоже придать объема какого-то нашим стебелькам. Добавляю чистый коричневый где-то в листочке. Делаю более контрастную серединку у нашего главного цветочка. И теперь я беру чистый краплак розовый. И там, где теневая часть у нас, я добавляю, где мне хочется яркости. Видите, они такие сейчас бледненькие, да, цветочки разбеленные, такие какие-то, ну, скучноватые. Я добавляю чистого розового, делаю цветы более поярче, повеселее, посочнее. Красочка уже немножко у нас впиталась в холст. То есть дает уже спокойно работать. Если тяжело, можно подождать, к примеру, и продолжить на следующий день. То есть, чтобы было комфортно. Потому что, если совсем начинающий, да, им тяжело. Еще добавляю более серебристых по краешку кое-где. На листочках таких оттеночков. Вот с розовинкой взяла, немного добавила. И остатками, уже такой почти сухой кисточкой, в нашем светлом листочке тоже добавила более темных оттенков. Более голубых пятен на вот эту бабочку добавляю. Белых пятнышек каких-нибудь. Ну, то есть уже смотрю, это уже такая доработка от себя. То есть что-то поинтереснее добавить. Вот такая работа получилась. Смотрим поближе. Вот они, наши блечочки, шарики. Да, видите, какой-то более пастозный, какой-то прям совсем втерт в холст. Вот такой кусочек цветочка. Вот здесь внизу листочки. Вот бабочка желтенькая, красавица. Цветочки наши. Вот эта бабочка. То есть довольно-таки, ну, я считаю, несложная работа, как бы. И бабочки, в принципе, изображение их само такое простое. Спасибо, друзья, за просмотр. Поставьте лайк, если понравилось видео. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Я хотя бы буду знать, что вам не понравилось. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.